Храпов Николай Петрович. Ну, 3 момента из его жизни скажу. Значит, одно время он жил в городе Ростове-на-Дону. Кто знает об этом или не знает. И он был на нелегальном положении. И несколько домов христианских, где он мог встречаться с детьми своими. Ну, процедура эта проходила так. Каким-то образом он передавал, я не знаю каким. Дети приезжали туда, играются, там бегают, а потом поздно вечером приедет Николай Петрович, посидит с ними, пообщается до утра. И потом сначала он уедет, а детки выспятся и едут домой. Я не знал тогда, почему к нам часто приезжают Храповы дети. Ну, я с ними бегал, играл в футбол, катались на велосипеде. Ну, а потом и Николай Петрович поздно вечером приедет, и я с ним тоже встречался. А потом уже недавно, уже взрослыми были, сын его говорит, так в вашем доме у нас всегда была встреча с папой. То есть, родители предоставили наш дом. Ну, я тогда не понимал, мне было, может быть, 9-10 лет. Вот так мы играли вместе, бегали, я знаю, Петю знаю, Павлика знаю, Надю. Это один из домов, где он встречался со своими детьми. Однажды мама моя попалась, и она очень искала литературу, чтобы нам, детям, читать. Переписывала своей рукой, у нее большой чемодан, ее рукой переписанные были тетради. И однажды она тоже в таком рукописном виде, ей попала книга, она прочитала, говорит, я с вечера до утра не могла оторваться, но она у меня много читала, такая была мама. Ну, она и с образованием была, и любила читать. Я, говорит, просто залпом прочитала, настолько трогательно. Это, знаете, были переписка узника с женой. Узник пишет письма жене, и потом эти письма собрали, и получилось интересное такое вот произведение или сборник. Ну и она под впечатлением этой переписки, он там так красиво описывает переживания души своей, и какие-то назидательные мысли, все. И мама моя, когда приехали опять Храповы к нам, она Наде Храповой делится, она уже так, не подросток, а, наверное, ближе к молодежному возрасту, может, лет 16 ей было. Надя, ты представляешь, я вот под впечатлением уже хожу, вот у меня такая книга, смотри, она посмотрела, так это же папа маме пишет. А моя мама даже не знала, кто это пишет. А это Храпов своей жене писал, находясь в тюрьме. Вот. И моя мама так вот в восторге была, как он красиво описывает переживания души. Ну и мы знаем, он же и «Счастье потерянной жизни» написал тоже, с удовольствием читаем, слушаем, правда? Вот. Так что у него и такой сборник его писем есть. Ну и последнюю мысль. Вот о Николае Петровиче Храпове разные мнения ходят в братстве и по забратствам, и споры даже идут. Кто-то говорит, что его вывели из Совета Церквей перед смертью, кто-то говорит, что его не вывели. И у меня был этот вопрос, и однажды я у Ивана Яковлевича спросил: Иван Яковлевич, поясните, почему вот ни о ком больше споров нету? О Дубовом нету споров, и об Атурине нету споров, а только о Храпове. И он мне объяснил, его с Совета Церквей не выводили. Ну а почему этот спор произошел? Был момент его недопонимания с Геннадием Константиновичем. Но Геннадий Константинович был тогда на нелегальном положении, и у них как бы негласный такой порядок был. Вопросы обсуждаются. Геннадий Константинович на совещаниях не был, потому что он был в глубоком подполье. 20 лет его не могли ни КГБ, ни какие-то спецслужбы найти. Но все совещание записывалось на кассету. Перевозили Геннадию Константиновичу, и он, прослушивая, подтверждал те или иные решения. И если он с каким-то решением не согласен, то это решение в силу не входило. Он тогда писал встречную кассету, объяснял, почему он не согласен, и на следующем совещании Совет Церкви пересматривал. То есть он активно принимал участие во всех совещаниях, но не очно, через кассету. И когда вот это у Николая Петровича с Геннадием Константиновичем произошло недопонимание, и Николай Петрович высказал
ну, может быть, в грубоватой форме. Вообще Николай Петрович был грубоватый человек. Очень открытый, искренний. Ну и можно понять, 29 лет в зоне отбыл. Это многолетний узник. И он грубоват был. И возможно, что в грубой форме он что-то высказал Геннадию Константиновичу. Ну и братья Совета Церквей возревновали и вывели его с Совета Церквей. А Геннадий Константинович не одобрил это, и это решение в силу не вошло. Он сказал, что ни в коем случае не надо. Ну, произошло недопонимание, но с кем не бывает. Ну, это страдалец, это брат, служитель. И Геннадий Константинович его вывод не одобрил. И он-то знал, что о нем такое решение есть. И послали сестру, которая должна была ему сообщить о решении Геннадия Константиновича, что он не одобрил, и это решение в силу не вступило. И когда сестра приехала ему сообщить, она уже узнала, что его вчера арестовали. И она ему не сообщила. То есть он до смерти, а умер же он в зоне, ну, об этом вы тоже знаете, да, он не освободился. Но возможно, что через жену сообщили потом, что его не вывели, вот этого детали я не знаю. Но его вывод, который озвучили, он в силу не вошел, и поэтому абсолютно справедливо мы заявляем, что Николая Петровича с Совета Церквей не выводили.